Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание сегодняшнему дню, 5 декабря. У нас сегодня 5 декабря, воскресенье. Этот день порадует нас своим великолепием. Давайте вместе с вами воспользуемся возможностью преуспеть. Поэтому обязательно сегодня купите куриное яйцо и положите в угол комнаты. Как это сделать и для чего, далее в это видео. Кроме того, дадим еще определенные очень важные советы, которые помогут вам именно сегодня, 5 декабря. Ну, а более подробно далее в этом видео. Итак, друзья, сегодня у нас с вами прекрасный чистый день. Напоминаем, что 4 декабря у нас было новолуние, а сегодня 5 декабря у нас с вами первый лунный день, и луна еще не начала расти. Но многие люди, кто очень тесно связан и чувствует биоритмы Луны, говорит о том, что уже по чуть-чуть уже становится легче. А давайте мы с вами сегодня воспользуемся возможностью преуспеть. И энергии этого дня способствуют успешному продвижению всего нового и важного. Итак, начало работы, важных встреч, планирования, путешествий, обучения. Также сегодняшний день годится для того, чтобы вы заложили и основы начала строительства. Сегодняшние удачные часы, которые будут нейтрализовывать плохие влияния этого дня и привносить положительную энергию, это с 17 часов 20 минут до 19 часов 25 минут. Сегодняшний день не подходит для активности, рожденным в год змеи. Итак, сегодня 5 декабря, друзья, у нас уже новолуние, первый лунный день, и это очень магический и необычайно волшебный период. Новолуние – это вообще день, когда в мире зажигается свет и появляется энергия Луны. Знаете, начинается новый лунный месяц. Это момент рождения прекрасного периода в нашей жизни. В этот день можно и даже, наверное, нужно загадывать желания, мечтать, думать о хорошем. В этот лунный день Луна, правда, еще не видна на небе, но энергетика суток также еще и довольно слабая. Да, это начало нового лунного цикла. Сегодня вы можете заложить фундамент своих целей на весь грядущий месяц. В этот лунный день важно в первую очередь избавиться от всего отжившего и ненужного, чтобы оно осталось в прошлом. Сегодня еще не стоит начинать новые дела, потому что энергия Луны очень слабая и ресурса для начинаний пока, к сожалению, недостаточно. Поэтому рекомендуется посвятить этот день планированию и заказу у Вселенной всего, что вы хотите видеть в своей жизни. Потому что все мысли, слова, поступки, знаете, являются своего рода настроем на весь лунный месяц. Вспоминаем пословицу «как корабль назовешь, так он и поплывет». И вы должны понимать, что это самое эффективное время для того, чтобы мечтать и ставить цели на ближайший лунный период. И сегодняшний день связан также и с духовным миром. Он чистый, светлый, как чистый лист для того, чтобы на нем рисовать свою реальность. И вы можете это легко осуществить и сделать. И сегодня обязательно скажите следующие магические слова. Заложите мысли в свою жизнь. А они звучат следующим образом. В моей жизни происходят чудеса. Мои мечты воплощаются в реальность. Я привлекаю любовь, счастье, богатство и процветание в свою жизнь. Вы знаете, наши предки именно 5 декабря уделяли особое внимание полосатым котам. Если такой перебежит дорогу, то знали, что ожидаются перемены в жизни. При наличии светлых полосок – к хорошим, темных – к неприятным. А когда кончик хвостика у кота светлый, это примета, что все разрешится, и неудачи очень скоро уйдут из жизни.
И сегодня самое вот то время проверить, не пострадала ли энергетическая защита вашего дома. Это можно проверить по количеству скопившейся пыли. Вы, конечно, спросите, а как это сделать? Итак, если в вашем доме быстро накапливается пыль, как бы тщательно вы ее бы не вытирали, что бы вы не использовали, знайте, это значит, что ваш дом нуждается в очищении дома. Именно сегодня вы можете провести простую очень практику. Взять куриные яйца. Кстати, куриные яйца очень хорошо забирают злую энергию, нейтрализуют ее и очищают ваш дом. Итак, возьмите 4 яйца, пойдите на рынок, в магазин, купите. Главное, чтобы они были свежие. Итак, берем 4 яйца из лотка и положите по одному в каждый угол вашего дома или квартиры. То есть, например, квартиры, большая комната, возьмите 4 угла и положите вот эти 4 яйца. Далее, через 3 дня выбросите их подальше от дома. Лучше, конечно, если вы их закопаете. Но если в вашем регионе снег, морозы и вам не хочется выходить лишний раз, то просто выбросите в мусорку, но подальше также от дома. Также сегодня, 5 декабря, в доброй традиции было подавать милостыню и отдавать старые вещи нуждающимся. Считалось, что тот, кто откажется почтить память этого святого, таким образом сам себя обречет на голодный год. Также 5 декабря стоит особенно внимательно прислушиваться и к советам окружающих, даже если вы о них не просили. То, о чем расскажет советчик в этот праздник, принесет вам большую пользу. Не сейчас, так позже, верили на Руси. Строжайше запрещалось сегодня давать и просить в долг деньги. Особенно это касалось соседей, потому что расставание со своими деньгами, сбережениями 5 декабря сулило большие расходы в течение всей зимы. Также сегодня, 5 декабря, не стоит одалживать продукты и вещи, особенно те, что нельзя вернуть. Например, это может быть мука, соль, сахар, одноразовый текстиль. Потому что на Руси верили, что так можно ненароком отдать соседям свое счастье и благополучие. Сегодня, 5 декабря, ни в коем случае нельзя было и отправляться в дальнюю дорогу, потому что вы рискуете из него не вернуться или возвратиться на годы позже, чем планировали. Основное, что нельзя делать в этот день, 5 декабря, это пить крепкие алкогольные напитки. Дело в том, что согласно поверьям, в тело выпившего крепкий алкоголь может влететь нечистая сила и поселиться там навсегда. Такой человек не сможет отказаться от спиртного и в итоге превратиться в горькую пьяницу. Потому приметами 5 декабря и разрешалось распитие только пива, которое наши предки варили именно в эту дату, считая, что этот напиток обладает волшебной силой и спасает от всех бед и проблем. Сегодня, 5 декабря, не покупайте и не дарите живые цветы, иначе они заберут энергию у хозяев дома. Поэтому в качестве подарка лучше преподнести букет, например, из конфет. Если же кто-то по незнанию все-таки подарит цветы 5 декабря, то их нужно поставить в нежилом помещении. Это может быть коридор, балкон или веранда. Не стоит хранить сегодня и старые вещи. Сегодня отдайте их нуждающимся. Считается, что если так сделать, то очень скоро получится не только обновить свой гардероб, но и выгнать из дома тоску, ссоры и недомолвки между родными людьми. Кроме одежды, в этот день вы можете отдать и предметы обихода. Единственное исключение, что не стоит никому давать 5 декабря, так это соль и сахар, потому что вместе с ними вы можете отдать свое семейное счастье и благополучие. Нельзя 5 декабря давать и соседям в долг, так как можете с ними надолго и сильно поссориться.
Также муку и воду сегодня не рекомендуется давать, так как тогда по народным приметам придется жить впроголодь. 5 декабря воспрещается стелить гостям постель, на которой ранее спали супруги, потому что это может привести к распаду семьи. Лучше всего им иметь в обиходе дополнительный комплект белья, на котором будут спать только гости. И сегодня очень важно ко всем делам отнестись серьезно. Поэтому тот, кто будет выполнять работу спустя рукава, к сожалению, потеряет в скором будущем все свои сбережения. Друзья, вот такой у нас с вами сегодня день, 5 декабря, воскресенье. Отдыхаем с вами, друзья, потому что начиная с 6 декабря нас ждет очень много интересного, необычного в нашей жизни. Ну и потом скоро мы с вами уже будем готовиться к Новому году и к Рождеству.